Привет, моя дорогая. Если ты чувствуешь, что твоя судьбоносная встреча близко, значит, ты здесь не случайно. Сегодня сделаю расклад очень точный и глубокий, который покажет, когда ты встретишь свою судьбу, как вы узнаете друг друга, что тебя ждет в этом союзе. Поудобнее устройся, сделай вдох, выдох и просто доверься потоку. Поехали. Давайте смотреть. Так, 7 ключевых карт будет у нас. Ты сейчас готова? Готова ли твоя энергия вот к судьбоносной встрече? Это ты. А давай так посмотрим. Такая легкость. Замечательно. Энергия будущего партнера. Кто идет в твою жизнь? Когда состоится эта судьбоносная встреча? Все открыто. Видите, все открыто у нас с вами. Так, я сейчас зафиксирую. Так вот. Как вы узнаете друг друга? Что ты почувствуешь, когда при первой встрече, да, вот что ты почувствуешь? Чему тебя научит этот союз? Смотрите, парочка. Как будет развиваться ваша история? Интересная карта идет на развитие истории. Ну, посмотрим вот так. Вот, и будем... Ну, в завершении мы посмотрим советы. Это будет как отдельно. А сейчас давайте здесь решим, что нам тут выпало. Вот так красивенько. Итак, первым вопросом у нас шел: ты сейчас готова? Готова ли твоя энергия вообще к судьбоносной встрече? Твой внутренний настрой, излучаемая вибрация. Ну, скорее всего, здесь чувствуешь ты себя хорошо. Либо вот скоро вот это чувство, оно придет, когда ты, может быть, даже не сама, а с какими-то девушками, может, куда-то вы пойдете отдохнуть, развеяться, просто поговорить, побеседовать. Какая-то такая легкая женская энергетика идет. В общем, тут неплохая карта. По сути, ну, готова. Только тут все равно, знаешь как, а, ты внутренне готова, но с другой стороны не сильно ищешь. Вот. То есть ты тут все-таки отвернута, не сильно ищешь. Хотя, может быть, смотришь расклады, тебе интересно услышать об этом, когда, что, когда твой судьбоносный человек придет. Вот эта вот парочка вышла просто замечательно, но мы смотрим здесь. Это оставим на самый десерт. А здесь у нас говорят, что твоя энергия а, соответствует, энергия будущего партнера очень даже соответствует тоже. Смотрите, здесь пентакли, десяток пентаклей. И тут говорят о его основных чертах, да, душевном состоянии, энергии человека, который сейчас в заработке, ну, может быть, род, да, давайте посмотрим, что тут имеют в виду. О чем здесь вообще? Почему тут десятка, именно десятка пентаклей? Род, семья. Посмотрим, свободен ли он. Вот об этом я хочу спросить. Свободен ли он? Тут либо он за вами, либо он на вас женат, и это вы, либо еще не встретились вы, и он еще не разведен, а вы еще не встретились. Потому что у него будет новый путь. Вот так вот. Хорошо, тут как? Да, здесь какой-то человек, смотрите, который вы еще которого не знаете абсолютно. Знаете или не знаете? Кто-то знает, а кто-то нет. 50/50. Вот. Ну, для многих девушек здесь человек новый, но он еще вам неизвестен, и вы еще не встречались, потому что у него еще стадия освободиться, ну как, в новую жизнь пойти, да, в новую жизнь пойти. Основные черты. Ну, человек находится все-таки не один, да, не один. Но по сути своей он вот, верит в свою судьбу, по сути своей отшельник, хотя здесь звезда, но это одинокость. Все-таки есть такая в нем внутри
такая мечта, да, о том, что он встретит свою судьбу, и эта судьба как-то еще далеко. Ну вот пока так, мои дорогие. Хотя, смотрите, здесь у нас звезда далекая, а здесь звезда очень близкая. То есть тут вот это время скоро придет, очень скоро. И его душа это чувствует. Хорошо. Здесь мы смотрим, когда состоится эта судьбоносная встреча, время, ближайшие месяцы, сезон, год. Тут идет зима. А ну-ка, стоп. Ну, и давайте так. Я не хочу привязываться сейчас на общем раскладе к времени года. Вот. Почему? Потому что здесь могут показать другое. Здесь могут показать, какой период у вас будет, когда вы его встретите. Период изменений, период изучения чего-то нового, период изучения, скорее всего, вот нового информационно, либо то, что развивает мозг. Период, когда вы налаживаете свою жизнь, свой комфорт, свой уют, свою среду. Период, когда вы, в принципе, вот душа в поиске счастья. Вот такой вот период. Замечательный. Что мы еще здесь смотрели? 4-я карта. Как вы узнаете друг друга? Два человека, которые вот в какой-то тяжести. Стоп. Как вы его узнаете? Давайте вот этот вопрос зададим все-таки больше. Как вы его узнаете? Как вы узнаете этого человека? Как вы узнаете этого человека? Характер его вас поразит. Человек, который никогда не соглашается на меньшее. Да? То есть если его как-то хотят ущемить в его правах, этот человек разворачивается и уходит. Вот. А почему именно вы? Но вы узнаете его как родную душу. То есть вы будете это созерцать со стороны. Еще тут говорят, что очень много, видите, карт чувственных, кубки идут. Это говорит о том, что это человек, который умеет любить, умеет чувствовать, умеет наслаждаться жизнью, живет по полной. И если чего-то не хватает, да, он сразу же пытается как-то, ну, то есть долго не грустить, да, а пытается наполнить себя какими-то идеями, какими-то целями, чем-то, чтобы завершить его, да, и что целостный образ, да, вот чтобы быть более целостным. Вот так вы узнаете. Давайте еще посмотрим, как бы вы узнали его еще. Ну, то, что еще знаете, как вот что говорят, тут много загадок. Как вы его узнаете, так это то, что нравится женщинам, да. Почему оно? Нравится женщинам. Хорошо. И то, что он вот как откуда-то уходит, может быть, знаете, как договор о расторжении. Ну, там с бывшего места работы уходит, бросает какой-то бизнес. Может быть, даже уходит от ну, там, бывшей супруги. Вот. И здесь встречает родную душу. Остальное загадка какая-то. Просто загадка. Как вы узнаете его? Вы его, скорее всего, почувствуете. Здесь у меня интуиция на первом месте. Вот вы его как почувствуете. Хорошо. Вот так вы его узнаете. А здесь у нас карта, которая отвечает на вопрос, что ты почувствуешь при первой встрече. Первая эмоция сюда, предчувствие, отклик сердца. Пентаклевый король. Вы увидите в нем личность стабильную, очень практичную. И, в принципе, здесь все-таки Пентаклевый король – это как муж, да, то есть вам он покажется, что хорошая партия была бы, но у вас эта мысль промелькнет, вот, да, и как-то и вернутся мысли обычные. Вот.
То есть хорошая кандидатура, в принципе, мужья. Да? Возможно, вы даже при знакомстве подумаете, что он женат. Нет, он не будет женат при знакомстве. Когда у вас состоится знакомство, он уже будет разведен. Так, хорошо. И что мы еще спрашивали, что ты почувствуешь? Мы узнали, чему тебя научит этот союз. Интересно. Кармический смысл, рост, духовное развитие. Кого-то научат обращению с деньгами, кого-то научат наслаждаться жизнью, имея все. Кого-то научат практичности туда же, в эту копилочку. Но это не кармический опыт, это, скорее всего, судьбоносное какое-то действо. Видите, спокойствие, праздник, радость, но спокойствие души, созидательность, креативность. И в то, что в паре всегда интереснее. В паре всегда интереснее чего-то достигать, куда-то двигаться. Вы поймете, что вы созданы, в принципе, быть в паре, а не одиночкой, как кто-то почему-то решил. Это даже не совсем-то и кармический урок. Это совсем не кармический урок. Это больше показывают как судьбу. А как будет ваша история развиваться, вот это уже интересный вопрос. Давайте смотреть. Вот так она будет развиваться, ваша история. Почему здесь показывают семерку мечевую? Тут играют роль деньги и любовь. Человек будет бояться вас потерять. Вот что говорит мне эта семерка. Вы можете, если хотите, даже манипулировать, поэтому будьте осторожны. Но нет, у вас не тот характер. Здесь показывают человека, который настолько высокие вибрации имеет, это вы, что привлекает как раз человека таких же высоких вибраций, и вы будете очень друг другу резонировать. Тут огромная любовь. Человек готов на все для вас. Видите, как он прям бросать к вашим ногам будет все деньги этого мира, которые он может только заработать, создавая вам уют, комфорт, стабильную жизнь, чтобы вы уверенно себя чувствовали, чтобы вы могли двигаться в жизни. Если вот смотрите, карта детская, допустим, и дети в этом союзе прекрасно себя чувствуют. И здесь большие, я бы сказала, суммы могут проходить вот в вашей паре. Даже такие, которые искушают и затягивают, да. Здесь так. Очень большая и крепкая связь между вами. Человек, который захочет исполнять мечты, но это уже, видите как, здесь такое было уже. Человек, который будет хранить вас как зеницу ока, стараться жить, постоянно давая что-то новое, да, постоянно, как будто бы первый раз встретились вы. Активность. Хорошие карты идут на то, как вы вообще будете развиваться. Вот ваша история очень хорошо. Но тут еще вот эта карта тогда вот в разрезе того, что я выложила дальше, она мне еще говорит о том, что меньше говорите про свое счастье. Это можно обойти, когда с другими людьми общаетесь, то меньше говорите про свое счастье, когда вот будет, в принципе, с вами этот человек. Я вижу, что и он точно так же не совсем-то и хвастается, да, пытаясь будто бы, боясь бы спугнуть и пытаясь как сохранить вот это замечательное чувство, чтобы оно росло, развивалось и крепло. Вот так интересно. Давайте посмотрим совет. Вам совет. В любом случае не ждите того, кто вас когда-то обидел, потому что это сковывает вас. Вам сейчас необходимо рвануть в новый путь, потому что придет более серьезный, золотой буквально человек, который вас продолжит ваше счастье, если вы будете чувствовать вот это счастье в самостоятельной жизни, как в одиночестве. Лучше быть одной, чем с тем, кто связывает вот так тебя по рукам и ногам.
Да. Ну, морально, потому что когда вот так мозг буквально издеваются над мозгом, здесь выдержать это очень сложно, да, когда женщина чувствует себя в такой заперти постоянно, будто бы ожидая кого-то, это очень плохо сказывается на здоровье. Совет бежать подальше от такого человека. Просто в вашу жизнь придет более стабильный, более крепкий, надежный, замечательный, свободный человек. Вот так. И там, где вы будете радоваться жизни, вот он, красавчик, о котором мы говорили только что. Вот. И он, когда придет, понимаете, у него не будет никого рядышком. То есть он будет одинок, сам. И вот на ваше неверие в то, что хорошее может случиться, этот человек скажет, что жизнь изобильна, прекрасна и замечательна. Вот так. Подарит вам много радостных моментов, замечательных моментов в вашей жизни. Видите как, здесь кораблик ваш будет уходить от предательств, сложностей, недоразумений в этой жизни. Потому что рядышком с вами тот человек, который сможет вас сделать женщиной номер один в своей жизни, открыть вам все дороги, все пути, позаботиться о том, чтобы вы всегда были в хорошем настроении и замечательно выглядели. Вот такой вот человек придет в вашу жизнь. Благодарю вас, мои хорошие. Я жду вас на следующих видео. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, за поддержку финансовую. Благодарю вас за все. Пускай все происходит самым наилучшим образом. И если хочешь увидеть продолжение, подпишись. Я буду рассказывать дальше о тебе. Тот, кто подписался, естественно, это ждет. Благодарю вас, мои хорошие, еще раз. Пускай любовь ведет тебя точно по пути судьбы. Пока-пока.